С годами мы видели и слышали множество мифов и легенд о том, кто построил пирамиды, про Атлантиду, про исчезновение динозавров. И как мы хорошо знаем, для существования легенды обычно требуется какая-то доля правды. Итак, сегодня мы поговорим о городе богов или мифическом городе Шамбала, описываемом многими как рай на земле. Если бы у нас не было экспедиции семьи Рерих и профессора Эрнста Мулдашева, мы, вероятно, говорили бы об этом как о хорошо составленной сказке. Но книга профессора «В объятиях Шамбалы» полностью меняет этот стереотип. Действительно ли существует Земля с древними цивилизациями, такими как атланты, лемурийцы и ангелоподобные сущности? Мы узнаем в новом эпизоде скрытой реальности. По мнению Мулдашева, наука и религия – это две области общего знания, и их различия скорее внешние и формальные, чем сущностные. Одна из его удивительных идей, основанная на его предыдущих исследованиях, заключается в существовании мировой системы пирамид. И древние монументы, начиная с священной горы Кайлас, огромные сферические зеркала, которые искривляют время и пространство, необычные пирамидальные конструкции, высотой в сотни метров, незнакомые лазерные технологии, которые ведут во времена атлантов и параллельный мир Шамбалы. Некоторые произносят его Шамбала, другие произносят его Шамбала. Это не имеет значения, мы говорим об одном и том же. Легенды утверждают, что город богов является одним из мест, которые очищают ауру нашей Земли. В последнее время сам миф о Шамбале получает самые разные интерпретации. Многие исследователи до Мулдашева объявили Шамбалу и Агарти двумя закрытыми королевствами Востока для обычных людей, как последние центры гипотетических атлантов, которые хранили космическую мудрость для их затонувшей родины, как центр Махатм, великих учителей, влияющих на духовный прогресс человечества. Шамбала с санскрита означает место мира, покоя, счастья. Слухи о подобном земном рае в сердце Азии доходят до Запада еще с Древней Греции и Рима. Греческий писатель Филострат описывает путешествие, которое предпринимается Полонием в Тибет, используя выражение «запретная земля богов». В XVII веке два иезуитских миссионера остановились в Шигадзе, став первыми современными европейцами, которые вернулись с информацией о Шамбале, и даже мифическое царство было нанесено на карту Азии, опубликованную властями в Антверпене. 100 лет спустя венгерский филолог Кюреси Чома дает точные координаты города богов. Говорится, что находится от 45 до 50 градусов северной широты вне реки Сирдарья. Далай-лама же говорит, что Шамбала необычная страна, говоря о ней так, как если бы это было вполне реальное место, только не такое, каким мы его представляем. Если у вас есть особая кармическая связь, вы можете достичь Шамбалы, но тем не менее это не материальное место, которое можно найти. Мы называем такие места чистыми землями в человеческом мире. И пока не накоплены заслуги и не установилась сильная кармическая связь, невозможно туда попасть. Из большинства источников мы можем понять, что Шамбала является объединяющим звеном, потому что в то время как большинство ереси и религии отрицают все, кроме самих себя, Шамбала принимает все. Эти знания были обобщены Еленой Блаватской и переданы дальше одному из великих просветителей человечества, Николаю Рериху, художнику, ученому и мыслителю, основателю пакта Рерих. Сам Мулдашев выдвигает тезис о том, что вершина Кайлаш в Тибете является древней пирамидой, связанная с меньшими пирамидами вокруг нее. Известно, что гора священна для индуистов, буддистов и джайнистов. Как-то индийцы верят, что бог Шива сидит в вечной медитации в горах. Тибетские буддисты считают, что Будда Демчок живет в горах. Есть много легенд о людях, которые умирали, пытаясь взобраться на гору. Но китайские власти официально запрещают попытки восхождения. Почему? Николай Рерих верил, что там скрыто мистическое царство Шамбала, а в 1999 году Мулдашев отправился в экспедицию именно для того, чтобы попытаться раскрыть эту тайну. Часть из тайн загадочной горы. Вся его команда, состоящая из экспертов в области геологии, физики и истории, приходит к выводу, что вся гора является огромной пирамидой и была построена в древние времена. Согласно Елене Блаватской и тайной доктрине, цивилизации здесь на Земле таковы. Первая раса – ангелоподобные люди. Вторая раса – призракоподобные люди.
Третья и четвертая расы – древние лемурийцы и атланты, и пятая раса – арийцы, то есть мы. В своих рассказах Елена Блаватская говорит, что общалась с двумя представителями этой общности – Махатмой Кутхуми и Махатмой Мория. Они были частью теософского общества, целью которого было достичь высшего света. Их разговоры были опубликованы в газете «Пионер Синет», а впоследствии изданы в книге «Письма Махатам». Оригинальные рукописи и по сей день хранятся в Британском музее в Лондоне. Другие мистики, такие как Елена Рерих и Алиса Бейли, сообщают, что тоже имели доступ к мистической цивилизации. Елена говорит, что встречалась с Кутхуми и была поражена сильными вибрациями, исходящими от его тела. Многие искатели древних тайн и путешественники также пытались найти мистическую Шамбалу после Елены Блаватской, но без какого-либо успеха. Молдашев изучает очень подробно Елену Блаватскую и делится, что, по его мнению, вероятность того, что город богов был построен лемурийцами, довольно велика, поскольку их называли богами. А Блаватская пишет следующее. Как только ментальное око человека открылось для познания, третья раса почувствовала свое единство с вечно тем же, но также вечно непостижимым и невидимым всеединым вселенским божеством. От божественных родителей рождалась способность к ясновидению, и их зрение было неограниченным. Они узнавали вещи мгновенно. Другими словами, лемуры-атланты были первыми, кто имели династию духовных царей. Итак, по литературным данным, Атлантида затонула в результате всемирного потопа около 850 тысяч лет назад. Но некоторые говорят, что атланты оставались здесь до 12 тысяч лет назад. А Блаватская говорит следующее. Эта версия относится к событиям Атлантического потопа, когда Вайвасвата, великий мудрец Земли, спас пятую коренную расу от уничтожения вместе с остатками четвертой. Вайвасвата Ману был здесь. А все мы знаем, кто такой Ной из Библии. И оказывается, что, по ее словам, Ной... Наконец удалось аккуратно его прервать, и я попросил монаха Аруна показать мне фотографию. Он мне ее передал. Это священная гора Кайлас. Я был там как паломник, гордо сказал он. Я всмотрелся в фотографию, поднял голову и воскликнул. Не гора, а пирамида. Это пирамида, а не гора. Таких гор нет. Очень похоже на искусственное сооружение, но слишком необычное. Даже это не пирамида, а нечто вроде пирамидоподобного сооружения. Не успокаивался я. Какая высота Кайласа? 6666 метров. Была. Какая сия, какая пирамидка. Я встал с фотографией в руке и подробнее расспросил Арума о горе Кайлас. А вот что сам монах рассказывает напрямую из его разговора с Молдажевым. Я из семьи богатых людей, даже, можно сказать, очень богатых. Окончил высшее образование в Дели, но решил посвятить себя религии и стал монахом, рассказывал Арун. А для индийского монаха высшее достижение – отправиться на паломничество в Кайлас. В Индии считается, что это самое священное место в мире. Нет другой такой. Я был там и знаю, что Бог позволил мне приблизиться к этой святыне. У нас говорят, что монах, который побывал на паломничестве в священной Кайлас пешком, пользуется ее особым расположением, и она позволяет ему увидеть ее в полном облике без облаков. Вы говорите о горе как о живом существе, сказал ему Молдашев. Я верю, что она жива. В нашей религии сказано, что священная гора связана с Богом и мыслит космическим разумом, что она является центром тантрических сил планеты и регулирует их, вдохновленно сказал Молдашев. В 20-е годы прошлого века множество экспедиций отправились в Тибет именно для того, чтобы найти тайную мистическую страну. Естественно, приходит время задать вопрос, что же великое скрыто в этом мистическом городе, что все великие державы тратят огромные средства на его поиски. Они думали, что если найдут вход в Шамбалу, то получат знания древних и прикоснутся к мудрости богов. Согласно источникам, Елена и Николай Рерих в одной из своих экспедиций обзавелись куском Чинтамани, великого камня, который лежит в основе башни Шамбалы. О камне Чинтамани говорится во многих преданиях и легендах. Согласно им, он является ключом к двери, которая была закрыта еще в далеком прошлом для нашего человечества. Молдашев говорит, что один тибетский лама сказал ему: «Если найдете город богов, найдете и вход в Шамбалу», что почти доказывает существование такого прохода, и они смогли найти город богов. Согласно им, город – это именно комплекс из гор и пирамид. В
В тибетских текстах говорится, что Шамбала – это духовное государство, которое находится в северо-западной части Кайласа, говорит Малдашев. Мне трудно обсуждать эту тему с научной точки зрения, но могу с уверенностью сказать, что Кайлас непосредственно связан с жизнью на Земле. Я сосредоточился на наброске, ища наиболее удобную точку обзора. Мне хотелось взглянуть на боковую северо-западную сторону. Мне казалось, что там должна находиться легендарная дверь, ведущая в Шамбалу. Я позвал ребят и пошел вперед, не оглядываясь по сторонам, как обычно. Только позже я понял, что справа возвышался во всей своей красе Гуам. Гладкое зеркало времени. Наконец я увидел то, чего ждал. Древние монахи говорили, что смертельно опасно приближаться к воротам, потому что человек стареет очень быстро. С другой стороны, если взять, например, зеркала Николая Козырева, он утверждает, что время материальное переносит энергию со скоростью, превышающей скорость света, что время может вмешиваться в события, наполнять их энергией или наоборот. Также его эксперимент предоставляет людям различные возможности. Они погружаются в другие миры. Доказано, что те, кто находится в фокусе зеркал несколько часов, увеличивают свои умственные способности в 5-6 раз. Постепенно мои мысли сосредоточились на факте, установленном в экспериментах Николая Козырева по сжатию времени, что это не просто эффект ускоренного хода времени. Его сжатие, похоже, проявляется в особом его состоянии, когда появляются совсем другие эффекты. Какие? В трудах Козырева время рассматривается как особый вид энергии, пронизывающий все во Вселенной. Из работ его последователей было известно, что сжатие энергии времени с помощью вогнутых поверхностей вызвало у участников опытов однотипные галлюцинации. Люди видели летательные аппараты типа НЛО и фрагменты какого-то неизвестного мира. Какие это были миры, наблюдаемые добровольцами при условиях сжатого времени? Ответ напрашивался сам собой. Вероятнее всего, заключает Малдашев, они видели параллельные миры. Он также отметил, что обычный человек не в состоянии попасть в такое место, потому что его тело будет испепелено. Что в наши дни только особенные люди входят в эту зону, не нанося вреда своему здоровью, и там любуются жизнью в прекрасной Шамбале или в параллельных мирах. Я видел главное зеркало времени и себя, дрожащего от холода. Даже мне показалось, что я дрожу не от холода, а от счастья. Эти чувства, полные восторга, словно вдруг плавно сконцентрировались и оформили мысль о том, что время – это живая и мыслящая субстанция, что оно решает многие вещи в мироздании и что обладает колоссальной интеллектуальной мощью и способностью через механизм старения уничтожить все, что захочет. Вот и все, наша тибетская экспедиция была просмотрена очень тщательно. Проплывали пирамиды и монументы, наши лица, а мысли, которые возникали тогда, словно возвращались снова. Особенно долго задерживались картины с читающим человеком, там, где находится легендарный Вечный континент. В древнем городе богов и хранилище прошлого, отмеченное статуей читающего человека и охраняемое Великой Шамбалой. Время останавливается, а когда возвращается, Малдашев говорит следующее. Было странно смотреть в собственные глаза, на лицо, которое не отличалось красотой. В них я вдруг прочитал, что этим глазам разрешено видеть. Уже разрешено видеть. Разрешено. Это разрешено видеть повторялось многократно и звучало в моей голове. Потом мои мысли закружились в хороводе. Будто освободившись от мистицизма и надев иерархию логики, мне подсказали, что немало паломников ягов видели город богов. Неизвестно, почему им не было суждено осознать, что они видели его, легендарный и великий город богов. Внезапно меня охватил страх, который я, как и любой человек, испытывал перед встречей с неизвестным. Имя таинственного незнакомца – смерть. Книга очень интересная, все это из объятий Шамбалы Эрнста Мулдашева. Вы можете взять ее, прочитать всю. Она действительно очень интересная. После картографирования города богов было установлено, что он очень похож на ДНК. Утверждается, что город богов построен инопланетным способом, принесенным из космоса, и затем была создана жизнь здесь, на Земле. Возможно, поэтому он и похож на ДНК. По словам тибетцев, Шамбала – центр мира, первоисточник, где скрыта тайна создания всего живого на Земле. Другие утверждают, что в Шамбале живут наши предки. Древние цивилизации, которые находятся в состоянии самадхи, состоянии глубокой медитации и наблюдают за нашей расой, не вмешиваясь. Когда наше человечество будет готово ко всему этому, тогда откроется и дверь в таинственный город.
Путь, пройденный десятками выдающихся ученых, ведет их в Индию и Шамбалу, к этому скрытому источнику знаний для исследования параллельного или астрального мира, сложной и непостижимой психоэнергетической системы. Тема. А для всех нас это остается как еще один неразгаданный путь. Альберт Эйнштейн сказал одну очень замечательную мысль. Самое прекрасное чувство, которое человек может испытать, это чувство тайны. Это источник всего истинного искусства и реальной науки. Каждый, кто никогда не испытывал это чувство, кто не имеет дара восхищаться, как будто мертв, его глаза закрыты. Существует ли на самом деле такой загадочный мир, в котором скрыты тайны человечества, древних цивилизаций и ответы на вопросы, такие как откуда мы пришли, почему мы здесь? И почему мы здесь и что такое наша Вселенная? Мы не можем знать этого с уверенностью, но если полагаться на сведения всех, кто проводил экспедиции и изучал Шамбалу, то можно с уверенностью заключить, что либо все они совершенно безумные, либо где-то там скрыта истина. Поклоны и спасибо, что остались до конца этого видео. Очень-очень-очень интересная тема. Напишите в комментариях больше о городе Шамбала. Напишите доказательства, если знаете.